Здравствуйте. Итак, начинается новый 2021 год. Хочу вас всех поздравить с его наступлением и, конечно, пожелать всего самого наилучшего наступающим. Наконец нам вернуться к практической игре. И, наконец, все-таки вот смотреть здесь на канале именно про партии, которые были в практической игре, больше партий, которые были в практической игре. Понятно, что мы уже будем смотреть партии, которые играются онлайн. Вот это нам привнесло, вот эта пандемия нам привнесла такой момент. И сегодня начнем вот с партии Тона Сейбранса. Насколько я понимаю, он играл в сеансе одновременной игры вслепую Хенгела Сим Блинт. Хенгела это город в Нидерландах. И вот Сим Блинт это, насколько я понимаю, сеанс одновременной игры вслепую. 1996 год. Все мы, кстати, я еще раз напомню, все мы смотрели неоднократно, даже здесь вот неоднократно смотрели его партии в сеансе. Ну и особенно ценными, конечно, там являются книги после вот этих сеансов слепую. И, конечно, он там интересно все комментирует. И такие есть классические, можно сказать, книги, я бы сказал. И многие вот голландцы прямо, то есть, копируют игру из этих книг, можно сказать. То есть, анализируют и копируют. И это достаточно хорошо у них получается. То есть, хорошо разыгрывают планы. Так, давайте смотреть. Первый момент, я сейчас покажу комбинацию, которая могла быть, но не комбинация. Я вам, давайте вот сейчас вот сразу даже покажу эту идею, которая славно, ну никак, которая эта партия, можно сказать, вот мне понравилась. Давайте, ладно, комбинацию посмотрим. 13-19, видите, какая симпатичная идея была в партии. То есть партии ее не было. Потом уже видно, она проанализировалась. Вот такая вот была комбинация. Тон Сейбранс играл с Неймейджером Андре Неймейджером. Ну, наверное, так читается. Я хочу сказать, там определенная категория игроков, то есть было с определенного класса вот нидерландского чемпионата. Кстати, не только с нидерландского, по-моему, участвовали. Помню, я вот какой-то сеанс, по-моему, иностранцы даже участвовали, приезжали. Ну, тем интересней. По-моему, даже вот сеанс был какой-то, насколько я помню, в Амстердаме, это на Аяксе, да, на Аяксе, вот на арене там футбольной, внутри футбольной этой арены было, в помещениях. Ну, достаточно интересно, как я вам говорил. Так. И вот следующий момент я покажу. Вот здесь вот был великолепный самозажим. И я вот в основном, конечно, ради этого самозажима и смотрел партию, потому что вот этот самозажим вообще полностью поменял тут. Именно поменял оценку позиции в партии. То есть, вот, я считаю, что вот этот вот феноменальный просто ход. Я там, кстати, 2 плюса ставлю ему. Вот, честно говоря, почему я так засмеялся? Я так, в принципе, идея была, но там и я знал, но чуть-чуть в другом виде. То есть, здесь гораздо все почище, и партия вот на эту тему, то есть, очень хорошая. То есть, она даже, можно сказать, классическая. Ну вот, как я говорил, там в сеансе много таких вот классических партий. Давайте сейчас посмотрим полностью партию. 31-26. Вот я еще хочу сказать, что, наверное, начинал, видите, сеанс с разных ходов. То есть, так, я думаю, вот, что легче все-таки запомнить. Когда разное начало, естественно, разная структура позиций, легче их запомнить. Вот поэтому 31-26, хотя часто очень играют, сейчас вот даже и чемпионы мира, бывшие чемпионы мира играют 31-26, то есть такой ход присутствует.
Здесь, конечно, тоже один момент. Вот почему сразу непонятно не пошел он, конечно. Ну, что-то он тут хотел от этой позиции. Может быть, момент был такой, так, на этот ход есть вот этот ход, то есть известная идея, просто почему я хочу вам показать ее. Сюда назад, и если сюда, то получается вот эта вот идея. И здесь лишняя шашка. То есть на Т4 вообще нельзя вот так вот 25-е бить. Но вот я думаю, знаете, вот этот вариант может как-то не понравилась вот здесь вот позиция именно белым. Из-за чего не понравилось, я сейчас объясню. То есть здесь размен на 41-36, 33-28. Вот эта вот позиция будет играться. А самый основной момент, тут если выждать, получается, хочется выждать, вот именно что хочется выждать, но, то есть не предпринимать никаких планов, именно что 20-24 потом атаковать, вот идея. Здесь вот этот ход не проходит. Я думаю, что вот это вот Себернсу не понравилось. Тем более, вслепую не хотел он тут не драться в эти, можно сказать, позиции. Поэтому он пошел 44-4 спокойно. Но вот все равно, видите, не заняли здесь черные вот этого поля. Обычно в классике занимают это поле, не дают 35-й владиться. То есть вот здесь 1-7, но я 1-7 тоже считаю, что нехороший это ход. 35-30 тут дают активизироваться вот этой шашки, и 14-20. Наверное, конечно, я не уверен, что вот этот ход хороший. 7-11, ну, я говорю, что, конечно, такой момент. Что игроки там не экстра класса, то есть это там чуть-чуть такие вот дивизионы, вот я не помню, какие там дивизионы голландского чемпионата, именно клубного, играют. Но там определенное ограничение по рейтингу, естественно. И вот везде оно существует, и это, в принципе, достаточно логично. Хотя были достаточно сильные, кстати, игроки. Вот помню по тому же сеансу на Аяксе тогда. Нет, там не Аякс, там на Олимпийский. Ну, в общем, я могу путать там чуть-чуть. Кстати, может, Олимпийский стадион, там может несколько стадионов в Амстердаме. Я вот сейчас начал уже сомневаться. Наверняка несколько, конечно, стадионов, но мне кажется, все-таки на Аяксе было. Я могу ошибаться. Ну, вот это вот, либо там как-то Олимпийский стадион он называется. В общем, здесь уже, я прошу меня извинить, это надо мне позже чуть посмотреть. Я уже тут не буду прерываться. То есть 28-22, 7-11, 33-28. Ну и вот здесь вот Гистем. 7-11, и вот это вот позиция получалась. То есть здесь 40 на 40-35, вот это вот интересная комбинационная идея была. Тут 4-29 и 4-9. Ну вот такая вот симпатичная позиция сейчас по кубу белых, но не скажешь, что здесь все так хорошо. И вот неожиданно этот ход 36-31, и он в корне, вот для меня, например, в корне меняет оценку позиции. Я тут 2 плюса сразу поставил, то есть вот этот ход потрясающий, конечно. То есть нельзя здесь, мало того, что здесь очень эффективная, я бы сказал, эффективный самозажим, точнее сказать. И здесь еще нельзя вот такие вот ходы делать. То есть выходить, очень вот здесь вот, да, сюда бить, но в основном там, конечно, удары вот сюда на 7 все идут. То есть если там ходы сделать, то на 7 идут. Задерживают, то есть задерживают шашки. Но вот видите, под связкой получается не, если вот брать, если вот связки какие-то, то есть на 17, либо куда-то, либо где-то здесь, я не думаю, что 11-17, конечно, тут ведет к чему-то, то, естественно, тут получается момент тот, что черные само себе завязали. 38, ну вот видите, такая позиция. 40-35. Так.
Так, что ж нам есть, покуда... Ну, вот эти, покуда удары не проходят, я еще хотел какие-то удары, может показать, когда на 19, но это, наверное, связано. Вот 42, 43, если потом отдавать, и потом 39 и так далее. Так, 50, 44, 9, 14. Ну, вот здесь все уже для Сейбернса складывается как нельзя лучше. 40, 34, ну вот видите, вот это получается группировка, которую связали, она играет ключевую роль. То есть она работает просто фантастически, но партия вот эта очень хорошая. Я, кстати, вот не помню, что я ее видел раньше, только вот сегодня посмотрел, 38, 33. Естественно, никуда здесь не уйдешь, потому что 33, 29 и вообще вся группировка, видите, не работает. То есть позиция очень хорошая. 22, 18. Ну и Сейбернс, вот я считаю, что это классическая партия, просто классическая в плане золотого фонда тоже. Шашек, классическая партия просто от Сейбернса. 49 и 18, 23. И выиграно. То есть, так. 49 тоже хороший ход достаточно. Хотя, в принципе, ловить, да, но ловить. Так, 18, 23. Давайте посмотрим. Основной, да, основной момент 49. Почему 49 хороший получился ход? Потому что все-таки вот здесь вот ловят они. Но ловят, видите, ловят, естественно, проводят сюда и получается лишняя шашка. Ну вот такая вот партия от Тона Сейбернса. И я прощаюсь с вами. И вот, можно сказать, начинаем уже вот встречи на канале в 2021 году. До новых встреч!